Нирвана. Дети огня. Все здесь вымысел и причуды воображения. Текст и анимация Серега Селин. Озвучил Макс Маслов. Музыка группы «Биопсихоз». Лишь камень холодный твой гнев остудит, извергнув весь яд сквозь расколотый череп. Гималаи. Тибетское Нагорье. 3 месяца назад. На обочине дороги, огибающей подножие горы, в серой дымке виднеется старое высохшее дерево с обломанными ветвями. Возле него, пригнувшись, стоит человек и, чем-то размахивая рубящими ударами, бьет другого, сидящего на земле. Нарушая тишину, он осыпает проклятиями свою жертву, привязанную к широкому стволу. Вокруг них бегает и лает на разрыв огромный черный пес. Когда все тайны открываются безумцам, увидеть могут красоту, которую скрывает разум, рычал привязанный к дереву пленник, глотая и выплевывая кровавую пену. Получая удары бронзовой дубинкой, он кашлял и смеялся в лицо своему мучителю, совсем не обращая внимания на прыгающего рядом разъяренного тибетского мастифа. Что за кричащим обманом наступает воплощенная тишина? От сильного удара мужчина опустил голову и затихающим голосом закончил свой стих. Положив руки на стену безмолвия, они вспоминают начало. «Я буду сидеть здесь, пока ты не сдохнешь, грязный ублюдок», прокашлял седовласый дед, садясь и ерзая на покосившемся ящике. Он устроился напротив избитого, продолжая сверлить его красными от злобы и слез глазами. Старик, всем своим видом похожий на демона, все время отмахивал рукой волосы, сползающие на морщинистый лоб. Он то и дело мерзко пшикал на них кривыми губами, покрытыми засохшими язвами. На проталой земле возле него стояла сумка, небольшой термос и открытая коробка, из которой выглядывала поломанная лепешка. Пес улегся у него за спиной, продолжая ворчливо похрюкивать при каждом нервном вскрике хозяина. «Ты напрасное движение ветра! Не стоящий моих слов мусор, неблагодарный сын осла!» Не останавливал ругаться тот. Пленник сидел на земле, опустив голову, и что-то мычал из-под закрывающих его лицо спутанных в косички окровавленных волос. «Твой брат был слугой ямы!» Из-под лобья прошепел он, оскалив заблестевшие кровью зубы на старика. «Я просто вернул его в один из нижних миров. Надеюсь, он родится жабой в свой следующий раз». Оба замолчали, переводя дух и испепеляя взглядом друг друга так, что, показалось, снег вокруг них начал таять, превращаясь в грязь. «И ты ничем не лучше его!» — крикнул сидящий под деревом узник и плюнул своему истязателю под ноги, испачкав его поношенный сапог кровавой слюной. Тут между ними на земле выросла чья-то тень, и они оба посмотрели на шагающего в их сторону чужестранца. Мастиф вскочил на 4 лапы и несколько раз грозно рявкнул в сторону идущего к ним человека. «Хороший мальчик, не сердись!» Издалека весело крикнул тот и, не сбавляя шаг, продолжил идти к нему навстречу. Приблизившись к уже сидящему на дороге псу, незнакомец полушепотом сказал: «У меня есть для тебя подарок», и протянул на растопыренной ладони кусок сахара, преградившему путь черному волосатому шару. «Нельзя, бубенчик, фу!» — крикнул на него старик, повернувшись в сторону пришельца. «Ему нельзя сладкого!» «Очень жаль!» Хитро улыбнулся незнакомец, пряча угощение в карман и поправляя закрывавшую глаза большую шляпу назад. Пес заскулил и, грустно звеня колокольчиком на шее, вернулся на свое место. Развалившись на земле, он продолжил с интересом смотреть на незнакомого ему человека, забавно высунув кончик языка. «День добрый», — не без иронии произнес спутник и присел на корточки, осматривая встреченных на дороге людей.
«Иди куда шел, проходимец, чего расселся?» Заворчал на него старик, закачавшись на скрипящем ящике и пытаясь встать. «У нас тут долгий разговор, до самой смерти этого негодяя. Я немного устал и не буду мешать». Незнакомец щелкнул пальцами и по-ковбойски задрал передний край своей широкополой шляпы вверх. «В любом случае, это не мое дело. Это очень нехороший человек. Он убил священника, моего брата. И за что? За то, что тот полжизни потратил на обучение этого подлеца». Дед сделал шаг в сторону дерева и замахнулся дубинкой, похожей на человеческое предплечье. «Ты отнял жизнь у этой руки, и теперь она заберет твою!» Ударив ей несколько раз по коленям пленника, он снова сел, тяжело дыша, и схватился за сердце дрожащей ладонью. Пес позади него поддержал хозяина, глухо залаев, и, смешно фыркнув, снова затих. «Он меня так же бил, словно дворнягу», — простонал связанный мужчина. «Я 20 лет выносил горшки с дерьмом за кучкой старых бездельников. Наградой были только побои, оскорбления и скучные байки по вечерам, подслушанные за дверью. Он больше всех меня унижал и получил свое. Ты мог бы просто убежать?» Незнакомец, достав коробок, сунул в зубы длинную спичку и с сочувствием улыбнулся посмотревшему на него избитому бедолаге. «Вот я и сбежал», — усмехнулся тот в ответ, отхаркивая кровью на землю. «И на какое-то время даже ощутил вкус свободы. Этот выродок хорошо погулял со своими дружками в долине», — кашлянул дед. «Но всякий разбойник недолго живет в наших краях. Всадники Тамира их все-таки нашли и покарали. Этого, как особенного злодея, доставили мне для утешения гнева. Я много заплатил, чтобы остаться с ним наедине. Мне кажется, что, простив этого несчастного, ты бы пришел к миру в своей душе». Посасывая спичку, ухмыльнулся человек в шляпе. «Я прощу лишь только его окоченевший труп». Дед нервно вскочил, косо смотря на тени в подползающем к ним тумане. «Похоже, волки учуяли кровь». Оскалившись, он сделал несколько шагов в их сторону, повернувшись спиной к незнакомому путнику. Пес, улучив момент, тихо подошел к улыбающемуся ему человеку в странной шляпе и, взяв протянутый сахар, незаметно вернулся на свое место. Его хозяин стоял, всматриваясь в ползущую серую мглу, крепко сжимая испачканную кровью дубинку. «Я сделал это оружие из руки своего брата, высушив ее и покрыв бронзой», — скрипя зубами, прорычал старец, «чтобы совершить заклание этого негодяя по древнему обряду». Послышалось тихое рычание и щелканье клыков где-то совсем рядом. Прислушиваясь к ним, рассерженный дед замечтался, пропуская тихие шаги крадущейся сзади темной фигуры. «Очень жаль, что наш разговор подходит к концу». Он злобно рассмеялся, смотря на мелькающие силуэты хищников в вечерней дымке. «Если глупый пес не захотел растерзать моего врага, то эту работу с радостью выполнят волки». Старик представлял, как дикие звери разрывают жертву на части, и не заметил, как на его растрепанную седую голову неожиданно опустился увесистый булыжник. Упав с распоротым теменем на дороге, он что-то прошептал, судорожно глотая пыль, и тут же затих, уставившись стекленеющим глазом на окровавленный камень, брошенный рядом. «Его брата я также прикончил», — прохрипел связанный мужчина у дерева, нарушив возникшую тишину. «Ну, значит, это их семейная карма». Чужестранец повернулся, широко улыбаясь, и, поправляя на плече ремень сумки, направился к нему. Пленник отвернулся, увидев блеснувший нож в руке идущего к нему пришельца, смиренно ожидая свободы в любом ее проявлении. Испытывая жуткую боль, сейчас он был рад даже смерти. «Пойдешь со мной?» – перерезая веревки, спросил незнакомец. «Мне пригодится человек, которому нечего терять». «Да хоть на край света», – устало ответил освобожденный, стряхивая путы и с любопытством осматривая своего вызволителя. «Как раз туда я и собираюсь». Улыбаясь, ответил тот, и, ловко спрятав нож в левом рукаве, протянул другую руку, помогая встать.
«Меня зовут Кристофер Блэкхарт. Рэнди Вонг», — прорычал вставший с земли бедолага и, отпустив запястье случайного знакомого, уже крепко пожал ему руку. «Очень рад знакомству, Рен», — аккуратно хлопнул по плечу своего нового приятеля Крис. «Сможешь идти? Бери сумку этого скряги и пошли, пока не стемнело». «А с ним что?» — кивнул Рэнди в сторону лежащего деда. Хромая к ящику, на котором тот сидел, он наступил на полузатухший костер и принялся доедать лепешку, запивая чаем. «Его будут искать!» — жадно прочавкал он. «Думаю, хватятся завтра к вечеру». Пошаркав ногой, Рен затушил остатки тлеющих углей и посмотрел в спину уходящего Криса. «Надеюсь, мы будем уже далеко, а от него найдут разве что обглоданные кости». «Ха!» Кристофер задрал руки вверх, пугая тени волков, играющих в тумане. Те отпрыгнули в пелену и снова вынырнули уже ближе к дереву. И как только Рен прошел мимо лежащего на дороге трупа, они выскочили и дружно вцепились в еще агонизирующее тело старика. Закидывая его сумку себе на плечо, он остановился, не оборачиваясь на хруст, раздираемый позади него человеческой плоти. «Иди за тенью его по дороге волков». Неожиданно Рэнди вспомнил слова старой ведьмы, которая еще в детстве пугала всех в его деревне своими загадками будущего. Она вечно сидела на коврике в окружении черных кошек и тыкала кривым указательным пальцем в проходивших мимо зевак. «Он покажет тебе!» — крикнула ему старуха, сверкая выпученными глазами из-под своей ветхой бамбуковой шляпы. «Что он должен мне показать, этот ненормальный?» — прошептал Рэнди самому себе, пытаясь вспомнить последнюю фразу. Пройдя несколько шагов, он повернулся и, презрительно плюнув в сторону своего мучителя, посмотрел на неподвижно лежащего пса. Казалось, тот был совершенно безразличен к судьбе своего хозяина и никак не реагировал на хоровод виляющих волчьих хвостов позади него. «Эй, приятель, а что ты сделал с бубенчиком?» — крикнул Рен, прихрамывая вслед за странным человеком, бредущим в туман. Тот, медленно шагая и смотря под ноги, насвистывал какую-то невеселую мелодию. Приподняв голову, Крис грустно вздохнул и еле слышно ответил: «Он спит».